хотел бы ветром близким от земли лететь, взлететь в облака. С тех пор, как Александр из города Сочи чем-то похож на Виктора Сухорукова из фильма «Брат», ну и других обалденных фильмов с его участием, передал мне в дар целую кучу гироскутеров, меня не покидает идея поставить большие колеса и посмотреть, потянет ли он. В общем-то, я поперся за колесами от мотоцикла, но мне попались колеса от запарика. Будем ставить их. Да и пофигу, что на улице еще 3-метровые сугробы. Я придерживаюсь такой мысли. Если есть у тебя какая-то идея, то надо реализовывать ее здесь и сейчас. Иначе мысль просто потеряет актуальность. Она уйдет в никуда. На следующий день после разведки мы с Владимиром вернулись, чтобы забрать эти уникальные запчасти автопрома времен Советского Союза. Перемещаемся в мастерскую к Владимиру. Что это за материал? Я так и не понял. Это не текстолит. Материал не плавится, а горит. Просто я хотел взять его попробовать. А получится ли с него пруток? У Владимира, очень хорошо оборудована мастерская. Есть почти все типы станков. В том числе вот такой универсальный промышленный фрезерный станок, сделанный в Германской Демократической Республике в середине 70-х годов. Этот фрезер Владимир притащил с материка. Весит он больше 4 тонн. Представляете, какое желание у человека иметь хорошую фрезерную машину. Понемножку Владимир хочет превратить этот станок в современный аппарат с программным числовым устройством. К сожалению, я не снял, как мы впрессовали одну проставку. Но сейчас покажу, как мы с Катериной впрессовали вторую. Катя, нужен пресс. Ну отлично. Перемещаемся в помещение X, где я буду уже осуществлять конечную сборку гира Тесла Запорожца. Конечно, надо было покрасить колеса, но желание покататься оказалось превыше всего. Вот такой временный гараж у меня есть в моем распоряжении. Жаль, что нельзя его отыметь навсегда. Здесь же хранятся запчасти для будущих испытательных транспортных средств. Например, вот эти колеса для гира гусеничного вездехода. Ну вот это моя мастерская на сегодня. Конечно, звук здесь да и свет не очень. Ну а что делать? Зато очень много места. Да, кстати, и штатив я забыл. Пришлось собрать импровизированный штатив. Ну да ладно, приступим. Для начала я планирую поменять колеса с проставками, сделанные в гараже у Владимира. Прежде чем вообще лезть в электронику, обязательно отключайте питание, иначе случайно попадете на плату отверткой и будет большой барабум. Это сейчас вы видите 15 секунд видео. На замену колес у меня ушло 1,5 часа. Ну да ладно, лишь бы все получилось. Попробую сейчас прокатиться на одних проставках. Думал, что эта машина не потянет колеса с большим диаметром. Ну, как видите, все отлично. Простое колесо. А вот колесо с проставкой. Нифига себе, да? Ух, и тяжелое, оно килограмм, наверное, 10-15. Потянет ли, интересно? Будем пробовать. Ну вот, гиродемон уже приобретает вид, который крутился у меня в голове с того самого времени, когда я увидел эти аппараты в Сочи. Ну что, ребята, пробуем этот гирозаз. Первая поездка. Дубль 1, сцена 1. Поехали.
сожалению, у моего герозапорожца пробито колесо и придется остановить испытание. Ага, как бы не так. Душа-то горит, надо кататься. Пока я буду катать, весь съемочный процесс переходит к Ивану. Ну что, поехали. 6 мая, а у нас снег. Сцена 1, сцена 2, дубль 1. Вперед! Колесо-то спущено. Сейчас накачаем, я надеюсь. Не накачаем, а отремонтируем. И, может быть, будет полномасштабное испытание. Да, внедорожник. Полететь по белому свету, став одним движением ветра, лететь куда-то вдаль и не думать, как приземлиться, а уйти в свободе учиться, оставить все то, что жаль. Полететь по белому свету, став одним движением ветра, лететь куда-то вдаль и не думать, как приземлиться, а уйти в свободе учиться, оставив все то, что жаль. В мастерской с ремонтом колеса справились быстро. Сначала разбортировали колесо и вытащили камеру, на которой оказался надорван сосок. На его место был наклеен ремонтный вентиль, после чего колесо собрали назад. Все, можно ставить на скутер и ехать катать дальше. Ну а тут предлагаю посмотреть мои покатушки без комментариев, послушав замечательную музыку. Я хотел бы ветром нести над землей птиц, солнцу в снега. Я хотел бы не спать и сменю смотреть сны в облака. Но ты сказала мне, это мечты, и ничего в них нет. Вот и все, что сказала бы ты. А я хочу, как ветер петь, и над землей лететь, но так высоко, и так близко, дорога облака. Да, и гирозазик неплохо тянет в гору. В общем, нужна несколькодневная тренировка, чтобы в полной мере освоить это электротранспортное средство. Ну а тут у меня, к сожалению, закончился заряд батареи. Эх, не оказалось розетки рядом. Ну как вам мой гироскопический Tesla Зазик? Понравился? Конечно, сейчас нельзя провести полное испытание, потому что у нас только-только начал таять снег. По таким дорогам у нас даже не каждая машина проедет, не говоря уж о капризном гиро-Тесла Запорожце. Буду ждать лета, ну а что делать? Ну в будущем я планирую, возможно, доехать на нем до Дудинки, а это как-никак 100 километров от нашего города. Конечно же, такие безумные идеи были практически неосуществимы, пока я не познакомился с Александром из города Сочи, с моими земляками Иваном и Владимиром. Спасибо, ребят, большое. В будущем у нас еще такие совместные проекты, как сделать лодочный мотор с гироскутера и поставить гироскутер на гусеницу. Сейчас вы видите приблизительный план гусеничного гироскутера. Надеюсь, к осени его осуществлю. Вот, у меня даже колеса под него есть. Давайте попробуем выяснить, а какую же скорость может набрать этот гиромонстр. Зачем-то я взялся мерить метром окружность колеса. А зачем? На колесе все написано.
155 сантиметров. В среднем скорость колеса около 600 оборотов в минуту. Посчитайте, какая будет скорость, и пришлите мне. Но я-то уже посчитал. Не забываем выполнить условия, чтобы отыметь вот этот шикарный фотополимерный принтер на халяву. Разыгрываться он будет 16 мая. Шлите безумнейшие идеи, за которые вам сейчас стыдно, и, возможно, вы за них краснеете. Но мы их попробуем осуществить. Но я с вами не прощаюсь. Дай Бог вам и вашим родственникам здоровья и много денег. Не болейте и храни вас Господь. До встречи. А я хочу, как ветер петь, и над землей лететь, но так высоко и так близко.